Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить ленивый медовик, очень сочный и максимально простой в приготовлении. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь займемся тестом. Для этого нам понадобится вполне ожидаемо 100 граммов меда. Желательно гречишного, но подойдет и любой другой. У меня, например, цветочный. Переливаем мед в кастрюлю с толстым дном объемом не менее 1,5–2 литров. В эту же кастрюлю добавляем 100 граммов сахара. У меня тростниковый, но подойдет и самый обычный белый. А также 100 граммов сливочного масла. Ставим кастрюлю на огонь, устанавливаем минимальный уровень нагрева и при постоянном помешивании ждем, когда все содержимое кастрюли нагреется, растворится и превратится в однородную жидкую массу. Теперь нам понадобится 1 чайная ложка соды, подчеркну, без горки. Соду мы высыпаем в медовую массу, которая все еще продолжает нагреваться. И сразу начинаем активно работать венчиком. Как вы видите, практически сразу между содой и медовой массой начинается реакция. Масса начинает пениться и увеличиваться в объеме. Продолжая активно все перемешивать, продолжаем нагревать основу медового теста до тех пор, пока она не станет светло-карамельного цвета. Здесь очень важно основу теста не передержать и не ждать, пока она хорошо карамелизируется. Иначе вы рискуете получить тесто, которое будет горчить. У меня весь процесс от начала нагрева до получения массы нужного цвета ушло около 6 минут. Снимаем кастрюлю с основы теста с огня. Чтобы оно быстрее остыло, я переливаю его в миску, но делать это не обязательно. Можно просто подождать, пока медовая масса остынет до 50–60 градусов. А когда это произойдет, берем 3 яйца и по одному начинаем их вводить в еще теплую основу теста. Как вы видите, за то время, пока медовая масса остывала, она успела доготовиться и перестала пениться. В результате масса приобрела цвет красивой темной карамели. Если бы мы держали массу на огне дольше, до цвета более темной карамели, то на данном этапе это была бы уже сожженная карамель, которая не очень приятно пахнет и горчит. Когда все яйца вмешаны, берем 200 граммов муки. Небольшими порциями всыпаем муку в медовую основу, каждый раз тщательно все перемешивая венчиком. Почему муку вводим частями? Потому что ее может понадобиться как немного больше, так и немного меньше. Здесь главное добиться нужной консистенции теста. Обычно я добавляю муку на глаз, но в этот раз специально для вас ее взвесила. Так вот, чтобы получилась консистенция теста, похожая на качественное сгущенное молоко, мне понадобилось ровно 200 граммов муки. Может показаться, что тесто слишком жидкое, но нет, именно таким оно и должно быть. Переливаем тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и распределяем его по всей поверхности. Размер противня принципиального значения не имеет. Чтобы тесто равномерно распределилось по противню, его можно несколько раз встряхнуть. Противень с тестом отправляем в уже разогретую до 170–180 градусов духовку, где медовый корж будет выпекаться на протяжении 15–20 минут. Готовность коржа проверяем, как обычно, деревянной зубочисткой или шпажкой. Она должна оставаться абсолютно чистой и сухой. Готовый корж снимаем с противня и оставляем на столе до полного остывания. А когда корж остынет, можно разрезать его на несколько частей. Я буду вырезать круглые коржи формой диаметром 16 сантиметров. В итоге у меня получилось 2 целых коржа указанного диаметра и 1 корж, состоящий из 2 половинок. Но можно не заморачиваться и просто разрезать 1 корж на 4 одинаковые части. Подготовленные коржи откладываем пока в сторону. Обрезки, которые остались, естественно, не выбрасываем, их можно измельчить и использовать для декора. А теперь займемся кремом. Для этого нам понадобится 200 граммов охлажденных сливок жирностью не менее 30%, которые нужно перелить в достаточно глубокую миску. В сливки всыпаем 100 граммов сахарной пудры. Желательно это делать через сито, чтобы разбить все комочки. В противном случае комочки пудры могут потом попадаться в готовом креме. Теперь берем миксер и сначала просто аккуратно перемешиваем сливки с пудрой венчиками, не включая миксер. А потом, когда вся пудра намокнет,
Включаем миксер и взбиваем сливки до мягких пиков. Вот примерно до таких. Затем берем 250 граммов маскарпоне, который нужно добавить во взбитые сливки в несколько этапов. То есть добавили часть сыра и перемешиваем его со сливками до однородности и так далее. Вместо маскарпоне можно смело использовать обычный творог, желательно максимально жирный, который предварительно нужно перетереть через сито. Кстати, вместо сливок можно использовать жирную сметану. В итоге у вас должен получиться вот такой вот очень воздушный и устойчивый крем, который идеально подходит как для прослойки тортов, так и для их выравнивания или декорирования. Когда крем готов, можно начинать собирать наш торт. Выкладываем на блюдо первый корж и покрываем его слоем крема. По желанию в прослойку торта можно добавить немного свежих ягод или фруктов. У меня это сегодня порезанные на кусочки филе 2 апельсинов. Да-да, именно филе. То есть апельсиновая мякоть, очищенная от всех пленочек и прожилочек. Теперь выкладываем на слой крема с фруктами второй корж. У меня это корж, состоящий из 2 половинок. И точно так же покрываем его слоем крема с добавлением фруктов. Затем идет третий корж, который нужно просто покрыть слоем крема. Чтобы торт гарантированно не потерял форму, даже если его случайно задеть, я оборачиваю его ацетатной пленкой, а затем зажимаю с помощью формовочного кольца. Зафиксированный таким образом торт отправляется в холодильник на 5-6 часов, чтобы он хорошо пропитался и стабилизировался. Если не хотите возиться с коржами, то этот торт также можно сделать порционным. Для этого нам понадобятся вот такие вот креманки или самые обычные стаканы. Дно креманки смазываем кремом. И на первый слой крема выкладываем несколько кусочков порезанного на небольшие квадратики медового коржа. Между кусочками коржа можно выложить кусочки апельсина. Затем покрываем все это кремом. И снова выкладываем кусочки медового коржа с кусочками фруктов. И так до тех пор, пока вся креманка не заполнится. Последним слоем обязательно должен идти слой крема. Креманку с порционным медовиком также убираем в холодильник на 5-6 часов. Через 5-6 часов достаем торт из холодильника, снимаем с него формовочное кольцо и ацетатную пленку. И украшаем наш медовик по своему вкусу. Я для этого использовала крошку из остатков коржа, а также шарики, сделанные из той же крошки и творожного крема. Ну и чтобы все смотрелось интереснее, добавила немного ажурных чипсов. К слову, крема из указанных в рецепте ингредиентов хватает ровно на прослойку и легкое выравнивание торта. Если вы планируете использовать крем и для декорирования, то рекомендую делать полуторную порцию. И еще, обычно в этот торт я добавляла свежую или размороженную вишню. Использование апельсина было экспериментом, который оказался очень удачным. Единственное, в следующий раз апельсина я добавлю еще больше. А шарики из медового коржа – это вообще отдельная песня. Их можно смело подавать как вполне самостоятельный десерт. В целом же получается очень вкусный, сочный, ароматный и, что немаловажно, незаморочливый десерт, который легко сможет приготовить даже не самый опытный кондитер. А еще его можно смело отнести к тортам из минимального набора самых простых и доступных продуктов. Особенно, если вместо крем-чиза использовать крем на основе обычной сметаны или творога. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!